Для чистоты этого эксперимента были приглашены две девочки из обычного детского сада. Как вы видели, подсмотреть тяжело. Там у нас прокладочки дополнительные есть. Так, девочки, вам что-нибудь видно? Не, вот так вот открывать, если... А открывать? Ну, а зачем открывать, если так открывать? А мы открывать не будем. А так видно что-нибудь, нет? Так не видно. Хорошо. Но все равно вы постарайтесь, девочки, походить, поискать шахматные фигурки. Все, начали. И Андрей. Вот обратите внимание, реакция. Обратите внимание, что происходит. Вот конкретно вам сравнение. Пусть ребенок подсматривает. Это все, что им досталось. Видите, он обходит их и так далее. Андрей, поделись фигурками с девочкой в светлом платье. Вот видите, он сразу нашел, дает конкретно. Умница. Видите, ей тоже досталось. Да. Да, теперь другой девочке дай. Вот видите, он свободно оперирует. Вот таким же образом слепые дети вполне могут существовать по отношению к незрячему человеку обычному. Так, поставь на окно. Так вот, ваши дети в основном, находясь в школе, они имеют обесточенный мозг, как бы голодный мозг. И он ведет себя аналогично голодному человеку. Стоит только ему помочь, как бы обеспечить этим энергообменом головной мозг, активизировать эту функциональную систему, это наглядно видно на различных лабораторных обследованиях, человек тоже преобразуется. Он совершенно начинает вести себя иначе. Он перестает болеть, он хорошо запоминает, у него возникает потребность к творчеству. Тут же на глаза, буквально за короткие, за небольшое количество занятий. И как результат всему этому появление феноменальных способностей. И более того, если ребенок имеет обесточенный головной мозг, что имеют многие дети в школах, они... А в чем это выражается? От поведения. То есть они нервные, они плохо усваивают уроки, значит, они не заинтересованы учиться, болеют часто. Ну, масса таких примеров есть, которые вы знаете прекрасно. Вы знаете, что в школу приходит 1%, допустим, какой-то процент больных детей, а выходит до 85%. Почему? Потому что мы развиваем в основном не защитные функции у ребенка, не разжигаем огонь души, а заливаем непонятно какую информацию, которая может в жизни может и не пригодиться вообще. Я сам это прошел. Кстати, вот я хотел бы сказать о принципе, который мы используем. Если все лечат кругом, мы учим не болеть. Принцип совершенно другой. Сейчас просто у нас вступает совершенно новое время, новых явлений, новых осознаний. Есть такое тайное понятие философское, как время перемещать камни. Сейчас пересмотр ценностей идет. То есть должен быть совершенно новый подход. Вот мы предлагаем совершенно новый подход. То есть обучать людей не болеть. Более того, обучение строится таким образом, что ребенок обучает ребенка. Не взрослый, мы только в роли режиссеров, а дети обучают один другого. Они постоянно вот нарабатывают позицию учителя и ученика. А сколько вы у них занимались? Сколько вы занимались? Значит, я у них занимался с сентября месяца. Полгода? Полгода, да, полгода. И продолжаете заниматься? О, да. А кто вас учил? Вот, Вячеслав Михайлович учил. Ну, представляете, молодая женщина, 45 лет, и теряет зрение на один глаз у нас в Конакове в районе.
Значит, ее показывают мне. Почему? Потому что значит, я последняя инстанция, чтобы я в истории болезни значит, написал, что с лечением согласен, значит, вот так вот. Ну, значит, показывает, что вот видите, вот светоощущение. Ну, что поделаем, значит, не всегда мы можем. Значит, вот я ее посмотрел, говорю, хорошо, дайте ее мне. Ну, пожалуйста. Значит, после первого сеанса эта женщина начала видеть 6 строчек. Понимаете, я этого не забуду, конечно, никогда. Потому что 6 строчек из слепоты. То есть вы теперь работаете не столько ножом, сколько энергией. Ну, понимаете, у меня появилось ощущение вот этой энергии. Появилось ощущение. Причем, значит, ну, как, ну, были там, конечно, занятия, там, допустим, перемещение своих ощущений. Я понимаю, что значит свои ощущения. Да? То есть я перемещаю свои ощущения. Это у меня полностью укладывается в голове. Но вот когда у меня появилось ощущение энергии, то есть я знаю, что я могу туда направить. Юля, она может поставить диагноз своими словами. Значит, Такая светленькая. светленько. Мы ей давали, ну, была у нас тут девочка, там, катастрофа, ей 12 лет, она потеряла зрение из-за перелома. Рентгенологи не поставили перелом. Ну, там есть снимки, то есть у нас все, там перелом орбиты и сдавление зрительного нерва. Значит, они не поставили по своим снимкам. Значит, посмотрела Юля, она сказала, что у нее вот имеется перелом орбиты, вот там-то вот у нее перелом, там-то вот у нее зрительный нерв цел, но там сдавленные сосуды, вот так-то. То есть все то, что мы видим. А мы потом сделали компьютер, ну есть еще, знаете, компьютерная томография, где там через миллиметр снимают. Мы это сняли, там действительно перелом, значит, и перелом орбиты. Ее диагноз подтвердился. Ее диагноз подтвердился, понимаете, ее диагноз подтвердился. Ну, вот я могу, например, свое давление глазное снижать, заходить спутником в органы, просматривать свои органы, контролировать свое самочувствие. Вот так. А как вы видите? Вижу я, знаете, вот сначала я не верила в это, теперь вот вижу. Ну, эта методика тебе что-то еще дала, вот, кроме надежды? Дала смысл жизни. Я учусь в университете, и раньше, после, скажем, 4 пары отсидишь, я очень уставала. А сейчас я 4 пары сижу свободно, потом еще могу прийти домой и заниматься вот упражнениями всеми. Что, в чем заключалась помощь методики, которой ты овладела? В чем методика сама заключается? Что ты делаешь? Я учусь видеть мозгом. А с энергетикой ты работаешь? Да. Ну, ты Просто для того, чтобы видеть вот мозгом, необходимо определенный уровень энергетики, который должен поддерживаться в организме, чтобы вот эта работа проходила нормально. В связи с этой системой я узнала очень много нового, что было для меня практически закрыто, но всегда было мне очень интересно. Это что? Это вот именно вот эта вот энергетика, эти высшие существа, которые вот у каждого человека есть какой-то гений, есть компьютер, есть учитель. То есть вот то, что выше нас, то, что обычный человек имеет, но не знает о том, что он это имеет и не может этим пользоваться. А в принципе этим мог бы пользоваться каждый человек, и тогда у него открылись бы гораздо более большие возможности, чем он имеет. Больше усилий, больше занятий, и нужно время, конечно. Потому что, скажем, с полной слепоты сразу же увидеть что-то, это же невозможно. А вот постепенным занятием, то все, я уверена, что я буду видеть. Знаете, вот сейчас как-то я стал вот к этим стереотипам относиться как-то по-другому. Знаете, у меня даже создается впечатление, что вот, может быть, так сказать, я не то делал. То есть надо было вот мне, когда я был моложе, вот научиться вот так, и тогда бы, может быть, больше сделать. А у человека существует ряд определенных центров в организме, которые, развивая, человек приобретает колоссальные способности. Их нужно знать, научиться ощущать, осознавать и управлять. Я, например, никогда не устаю. Если у некоторых людей плохо развита энергетика, энергообмен глаз,
многие сидят в очках, значит, с трудом смотрят. Я могу смотреть на электросварку. Час, 2, сутки, 3 суток. У меня развит энергообмен. Я специально тренировал много чего, понимаете? То есть существует много всяких явлений, о которых люди просто знать не знают. К великому сожалению. Химик. Он в лаборатории занимался, проводил всякие эксперименты, приходил домой, включал это свое видение и продолжал вести эксперименты дальше вот именно таким образом. И даже у него эффект лабораторной такой деятельности без лаборатории был гораздо лучше, чем в лаборатории. Более того, он владел такой способностью, что он там жил на каком-то острове, газеты приходили только через неделю, а тогда еще не было телевидения и прочее, не было связи. И у него близкие его всегда, сидя утром за столом, завтракали, спрашивали, какие новости в мире. И он благодаря этой способности говорил, что там произошли такие крушения, там какие-то события, а потом через неделю они узнавали, что действительно это все происходило. То есть, понимаете? Достоверный факт? Да, это достоверный Что факт. такой человек? Да, более того, я бы сейчас так сказал, что естественным отбором сейчас среди людей является информация, которая влияет на человека, и от человека зависит, способен он воспринять новую информацию или не способен. Сейчас совершенно новое время, новые идут явления. И человеку важно уметь быстро пересматривать ценности. При этом шире смотреть и осознавать те явления, которые происходят. Потому что в среде Маугли порождается Маугли. В обычной среде обычный человек. А в суперсреде суперчеловек. Вспомните лицей Пушкина. Какие там уникальные вышли люди. Не станут ли ваши дети, питомцы, так сказать, да, первыми обучившиеся, не станут ли они этакими суперменами, которые смогут использовать свои уникальные способности, видеть сквозь стену, видеть затылком, то есть супервозможности для того, чтобы использовать это в личных корыстных целях или для кого-то? Во зло. Значит, сейчас я объясню. Дело в том, что то, что мы даем обучение, пока мы даем только 3 ступени, это умение развить свою энергетику, развить внутреннее видение, а затем развить видение и другие качества уже во внешнем пространстве, альтернативные способы. Это абсолютно безопасные способности, и человек овладевает только тем, чему мы научим. То есть у нас система четкого тиражирования способностей. И поэтому это совершенно безопасно. Если мы человека не научили видеть сквозь стену, он никогда не научится видеть сквозь стену. Более того... Но такая же перспектива у вас есть? Перспектива есть. 3-я, 4-я ступень обучения как раз и включает в себя именно это. Да, я вот скажу сейчас. 4-я ступень – это развитие уже уникальных, колоссальных способностей, которые даже фантасты вряд ли способны представить. Но дальнейшие обучения идут только в коллективе, при котором один человек отвечает за жизнь, развитие и здоровье другого человека. То есть в такой обстановке развития у нас лидером является среда, а не человек. Сегодня вы познакомились с возможностями, которые дает человеку только 1-я ступень метода. Этот опыт, раскрытие новых возможностей, до сих пор был доступен только посвященным. Мы живем в уникальное время формирования нового человечества, и перед каждым из нас открываются невиданные перспективы, но они потребуют личной устремленности и большого труда.